Запомни, неприкасаемым становится тот, кто никогда не показывает нужду. До вечера деньги должны быть на счету. Без вариантов. Слушай, дай мне еще сутки. Ты вообще не нервничаешь? Подписывай сейчас, иначе останешься без поставки. Значит, останусь без поставки. Под давлением я не решаю. Телефон ломает людей быстрее, чем любые разговоры про характер. Пока экран лежит вниз, ты можешь держать спину, выверять паузы, смотреть прямо, молчать в нужный момент и казаться человеком, которого ничем не взять. Но потом на дисплее вспыхивает имя, и тело отвечает раньше тебя. Плечи падают на пару сантиметров, голос садится или наоборот становится тоньше. Взгляд меняется. За секунду видно, где кончается образ и начинается правда. Недавно я снова увидел это в обычном кафе. За соседним столом парень сидел как по учебнику из коротких роликов. Ровная спина, спокойное лицо, скупые ответы, легкая усмешка. Девушка напротив пыталась его раскачать, а он держал дистанцию так, будто репетировал этот разговор заранее. Потом зазвонил телефон. Он посмотрел на экран, и вся конструкция поплыла. Ответил уже другим голосом, коротко, сжато, но не из силы, из внутреннего сбоя. Один звонок показал больше, чем весь этот спектакль за столом. Я вижу это постоянно. Мужчины годами учатся производить впечатление неприкасаемых. Само состояние у них так и не появляется. Все эти приемы из темной психологии, игры в статус, ролики про холод, молчание и контроль дают эффект до первой настоящей нагрузки. Пока никто не давит по больному, грим держится. Но если ты живешь на недосыпе, если нервная система сжата стрессом, если тело не тянет, если деньги завязаны на одну зарплату, одного клиента, одну удачу, любой прием быстро превращается в декорацию. Снаружи ты держишь паузу, внутри тебя уже трясет. Нервная система не ждет, пока ты вспомнишь правильную технику. Она стреляет первой. Поэтому настоящая неприкасаемость собирается не перед зеркалом и не в голове. Она собирается в теле, в дисциплине, в деньгах и в умении быть одному. Не в позе волка-одиночки, который якобы выше всех. В нормальной способности не разваливаться в тишине, не искать срочно чье-то внимание, не затыкать пустоту людьми, сериалами, алкоголем или бесконечным скроллом. Когда одиночество перестает жрать тебя изнутри, оно начинает тебя собирать. В жизни это выглядит без киношного блеска. Парень годами качал образ неприкасаемого, а потом получает сообщение от бывшей и вместо спокойного отказа начинает объяснять, оправдываться, предлагать встретиться, просто поговорить. Ему кажется, что он контролирует ситуацию. На деле он пытается вернуть себе дозу внимания, без которой у него проседает чувство собственной ценности. Сердце разгоняется, мысли скачут, и вся его дистанция рассыпается за несколько минут. На работе то же самое. Начальник давит, мужчина держит лицо, отвечает сухо, берет паузу, делает вид, что все под контролем. А через час сам перезванивает и соглашается на условия, которые вчера называл унижением. Не потому, что внезапно передумал, потому что у него нет запаса. Когда за спиной тонкая финансовая подушка, аренда, счета и семья, слово «нет» стоит дорого. Тут уже не про психологические игры, тут про цену уязвимости. Даже в компании друзей все вскрывается на мелочах. Кто-то бросил легкую подколку, он отшутился как надо, сохранил лицо, не показал зацепки. Но ночью все равно прокручивает этот момент в голове и придумывает ответы, которые уже никому не скажет. Значит, удар все-таки прошел. Значит, внутри до сих пор сидит зависимость от оценки, от статуса, от чужого взгляда. Это не слабый характер, это слабый фундамент. Когда фундамент есть, давление не исчезает, просто ему больше некуда войти. Ты не становишься железным, ты не перестаешь чувствовать. У тебя пропадают крючки, за которые тебя можно дернуть. Это видно в походке, в голосе, в том, как ты сидишь, как молчишь, как уходишь из чужой игры без внутренней ломки. Рынок давно понял, чего мужчины хотят на самом деле. Не устойчивости, образа устойчивости. Поэтому так хорошо продаются курсы, чаты, подписки, книги и рилсы про темную психологию, скрытое доминирование и быстрый путь к статусу. Такой продукт дает дофамин сразу. Он создает ощущение роста без настоящей перестройки жизни. Тебе не предлагают годами чинить сон, вытаскивать тело, наводить порядок в деньгах, выстраивать дисциплину и учиться жить без постоянной подпитки извне. Тебе продают следующий трюк, следующую маску, следующий уровень упаковки. Настоящая неприкасаемость для такого рынка неудобна. Ее трудно продавать. Она не помещается в короткий ролик. Ее не покажешь в формате до и после за 30 секунд. Она не дает яркого вау-эффекта. Она просто делает тебя спокойнее, прочнее и свободнее. А спокойный человек плохо подходит под алгоритмы. Он не бегает за новым уколом мотивации, не спорит ради всплеска, не скупает следующую порцию техник. Он живет. Стоп. 10 секунд твоего внимания.
Приглашаю тебя в телеграм-канал нашего пространства для мужчин, которые хотят собрать себя заново. Тело, психика, дисциплина, одиночество, отношения, деньги, социальная позиция. Без мотивационного шума, без альфа-клоунады, без жалоб на мир. Приятного просмотра. Секретов-то никаких нет. Если тело крепкое, тебе проще держать нагрузку. Если ты можешь бежать, тянуть, вставать утром без развала, нервная система меньше срывается по пустякам. Если дисциплина стала привычкой, а не приступом самонасилия, ты начинаешь доверять себе. Сказал — сделал, даже когда никто не смотрит. Если у тебя есть деньги, ты выбираешь, а не цепляешься за первое, что спасает месяц. Если ты умеешь быть один, люди перестают быть единственным источником энергии. Тогда меняется не только реакция в острый момент, меняется весь рисунок жизни. Ты по-другому переносишь усталость, по-другому строишь день, по-другому входишь в разговоры, где раньше срывался или прогибался. Тело дает опору, дисциплина дает уважение к себе, деньги дают воздух, одиночество дает внутреннюю сборку. Поэтому разница между казаться и быть здесь огромная. Казаться можно за выходные. Выучил паузы, поставил взгляд, потренировал голос, надел правильное выражение лица. Быть приходится в тишине, день за днем, без публики, без быстрых наград, без красивой легенды о себе. Зато результат остается с тобой в тот момент, когда телефон все-таки звонит, и экран показывает имя, от которого раньше тебя вело. Вот тогда и видно, из чего ты собран. Никакие курсы не собирают это состояние за тебя. Желание тоже не собирает. Все начинается с тела, потому что оно первым встречает любое давление. Не с бицепса в зеркале и не с рельефа для фото. С нервной системы, которая перестает срываться от первого сигнала. В какой-то момент ты тренируешься уже не ради вида, а ради запаса, чтобы выдерживать нагрузку, а не производить впечатление. Прогрессия, восстановление, сон, еда здесь значат больше, чем вся витрина здорового образа жизни. Тело должно знать простую вещь – я вывезу. Когда ты можешь пробежать 10 километров и не выпасть из жизни на 2 дня, когда подтягиваешься стабильно без надрыва, когда встаешь утром без 3 чашек кофе и попытки хоть как-то ожить, нервная система перестает жить в режиме вечной тревоги. Она учится отдыхать, а человек, который умеет восстанавливаться, уже не так легко срывается от одного сообщения, взгляда или чужой интонации. С дисциплиной похожая история. Это не самобичевание и не модная вера в то, что надо все время насиловать себя ради роста. Дисциплина дает другое – спокойное доверие к себе. Ты сказал, что сделаешь, и сделал. Без зрителей, без аплодисментов. Даже в те дни, когда не хочется вообще ничего. Каждый такой шаг не просто закрывает задачу, он укрепляет внутреннее ощущение, что на себя можно опереться. А когда это ощущение становится привычным, ты перестаешь искать снаружи костыли, рамки и подтверждения собственной силы. У тебя уже есть свое. С деньгами все еще проще и жестче. Это не разговор про жадность и не мечта стать богатым за год. Деньги дают выбор. Буфер дает право сказать «нет» и не провалиться в панику через 5 минут. Не нужны миллионы. Нужен запас, с которым ты можешь отказаться от токсичного проекта, не терпеть начальника, который унижает, выйти из отношений, где тобой пользуются. Не хлопнув дверью на эмоциях, а спокойно, потому что завтра ты не останешься без еды и крыши. Люди это чувствуют почти сразу. Они не всегда понимают, почему рядом с одним мужчиной хочется давить, а рядом с другим нет. Но разницу они считывают точно. От одного тянет зависимостью, от другого нет. Одиночество здесь, пожалуй, самый неудобный пункт. Его труднее всего продать и труднее всего выдержать. Не поза человека, которому якобы никто не нужен. Не игра в холодного волка. Речь про способность остаться с собой на вечер, на неделю, иногда на месяц, и не кинуться срочно искать, кем бы заткнуть внутреннюю пустоту. Не забить тишину сериалами, алкоголем, бесконечной лентой или случайными связями, а выдержать ее и начать слышать себя без шума. Тогда приходит ясность, что для тебя важно, что ты больше не готов терпеть, где ты врешь себе. Из такого одиночества ты выходишь не голодным до внимания, а собранным. И тогда люди перестают быть кислородной маской. Они остаются людьми. Близкими или чужими, теплыми или проходными, но не спасением. Когда тело, дисциплина, деньги и одиночество начинают работать вместе, неприкасаемость перестает быть ролью. Она становится устройством жизни. Ты больше не изображаешь холод и недоступность. Ты просто не оставляешь миру удобных рычагов. В отношениях ты не цепляешься и боишься, что она уйдет, как будто вместе с ней исчезнет почва под ногами. Не пытаешься удержать ее паузами, дистанцией, играми в высокий статус. Ты выбираешь. Если вы совпали, идешь в близость. Если нет, уходишь без спектакля, без мести, без ночных сообщений и попыток доказать, кого она потеряла. Потому что твоя жизнь не держится на ее одобрении. Ты можешь любить сильно, но не разваливаешься, если любовь закончилась. Это чувствуют и женщины, даже если не могут нормально это назвать. Рядом с таким мужчиной нет липкой нужды. На работе работает тот же
же принцип. Ты ведешь переговоры без внутренней дрожи, отстаиваешь условия, отказываешься от того, что не подходит, говоришь начальнику, что это неприемлемо, и потом не тратишь полдня на оправдание и откат назад. Не потому, что умеешь давить взглядом, потому что от тебя не несет отчаяния. В разговоре ты не выживаешь, ты выбираешь. Именно это люди и уважают, даже если сами себе этого не объясняют. В обычном общении все еще проще. Кто-то бросает подколку, пробует задеть, продавить, проверить, насколько ты зависим от оценки. А ты не включаешься. Ни по технике, ни по инструкции, не потому, что надо не показывать реакцию. Реакция просто не цепляется внутри. Нет страха потерять лицо, нет судорожной нужды понравиться, нет старой привычки измерять себя чужим одобрением. Через время люди или начинают держать с тобой нормальную дистанцию, или сами исчезают. И в том и в другом случае ты ничего не теряешь. Поэтому разница между образом и состоянием огромная. Образ собирают для публики. Паузы, позы, взгляд, короткие ответы, правильный наклон головы. Пока не случилось ничего серьезного, это может выглядеть убедительно. Состояние собирают в тишине, долго, иногда скучно, почти всегда без свидетелей. Зато потом давление проходит через тебя и не находит за что зацепиться. Ты не превращаешься в бесчувственного человека, ты становишься устойчивым. Мир все равно будет давить, люди будут искать слабые места, бывшие, начальники, друзья, семья, среда, собственные страхи. Вопрос не в том, исчезнет ли давление. Вопрос в том, есть ли внутри точка, за которую тебя можно дернуть. Если этой точки нет, ты не тратишь силы на вечную оборону. Ты просто живешь без лишней зависимости. И тогда меняется не один острый момент. Меняется весь день. Как ты просыпаешься, как переносишь усталость, как принимаешь решения, как смотришь в будущее. Тело дает устойчивость, дисциплина дает уважение к себе, деньги дают свободу, одиночество дает внутреннюю глубину. В какой-то момент ты замечаешь простую вещь. Звонит телефон, приходит сообщение, кто-то пытается тебя продавить, а внутри тишина. Ничего не дергается, ничего не проседает. Большинство мужчин тратят годы на витрину. Настоящая работа идет в другую сторону, внутрь. Тело, которое держит. Привычки, которые не ломаются от усталости. В деньги, которые снимают удавку с горла. Способность быть одному и не распадаться на части. Когда это собирается вместе, роль больше не нужна. Остается человек, которого трудно раскачать. И с этого места жизнь наконец начинает опираться не на чужие руки, а на твои. Когда тело, дисциплина, деньги и одиночество начинают работать вместе, сдвиг приходит почти без шума. Ты не просыпаешься однажды новым человеком. Ты просто замечаешь, что старые кнопки больше не работают. Телефон звонит в неудобный момент, а внутри тишина. Ночью приходит сообщение от бывшей, а ты не раскручиваешь в голове десятки ответов. Начальник давит, друг пробует задеть, ситуация требует решения на ходу, а ты не съезжаешь с себя. Не потому, что задавил эмоции. Просто больше нет той уязвимой точки, в которую раньше били все подряд. Это уже не броня. Броню носят снаружи, и ее хочется снять. Здесь другая вещь — каркас, структура, на которой держится человек. Она меняет не только реакцию на давление, она меняет саму жизнь. С телом это чувствуется почти сразу. Нервная система перестает жить в режиме бесконечного досмотра. Она больше не ищет угрозу в каждом звонке, взгляде или паузе. Ты просыпаешься без этой знакомой тяжести в груди. Тренировки перестают быть каторгой. Восстановление перестает быть пунктом из приложения и становится нормальной функцией живого организма. Когда фундамент есть, усталость уже не превращает тебя в легкую добычу. Она говорит только одно: тебе нужен отдых, и все. В голове тоже наводится порядок. Ты меньше думаешь о том, как выглядишь в чужих глазах. Меньше считаешь, что о тебе подумают, не перебираешь бесконечно правильные ответы, не пытаешься любой ценой сохранить лицо. Мысли становятся чище, решения короче. Ты начинаешь видеть реальную механику. Где у человека интерес, где страх, где слабость, где расчет. Без истерики, без паранойи, без желания переиграть всех вокруг. Просто с пониманием, что ты отвечаешь только за свое. Все остальное не обязано лезть тебе под кожу. Люди это считывают быстро. Они реже проверяют тебя на слабо, меньше тащат свои драмы, меньше пробуют продавить через вину, жалость или статус. Не потому, что ты стал жестким ради эффекта, потому что от тебя не тянет нуждой. Ты не цепляешься за исход разговора, не выпрашиваешь подтверждения собственной ценности. Ты можешь войти в ситуацию, а можешь не входить. И это меняет твой вес сильнее, чем любые приемы из роликов. С деньгами приходит еще одна важная тишина. Когда есть буфер, голова перестает крутить один и тот же сценарий. А если завтра все рухнет? Освобождается внимание. Появляется пространство для решения, а не для паники. Ты можешь не брать то, что раньше хватало из страха. Можешь жестче держать цену. Можешь сказать «нет» и не начать через 5 минут оправдываться перед собой. Здесь не нужны миллионы. Нужна свобода не быть заложником одной зарплаты, одного клиента, одной случайности. Тогда деньги перестают быть центром тревоги и становятся инструментом. Одиночество в такой конструкции тоже меняет смысл. Это уже не пауза между отношениями и не наказание за то, что рядом никого нет. Это место, где ты собираешься. Ты можешь провести выходные один и не пытаться срочно залить тишину лентой, алкоголем, переписками или случайной близостью. И после этих выходных выйти не выжженным, а собранным.
Когда человек умеет наполнять себя сам, другие люди перестают быть для него кислородом. Они остаются важной частью жизни, но не становятся условием, без которого все рушится. Многие мужчины всю жизнь пытаются защититься от мира. Собирают образ, учат технике, ищут способ стать неуязвимыми снаружи. Но настоящая неприкасаемость растет в другую сторону. Не в защиту, а в отказ отдавать миру рычаги. Ты не прячешься, не становишься бесчувственным, не перестаешь любить, злиться, хотеть, уставать. Ты просто перестаешь позволять этим чувствам управлять каждым решением. Наверное, это и есть взросление в самой трезвой форме. Не та история, где ты никому не нужен и поэтому гордо стоишь один. Другая. Ты можешь быть близким, но независимым. Можешь любить, но не цепляться. Можешь уйти, если пора. И можешь остаться, если хочешь. Без позы, без надрыва, без внутренней ломки. Жизнь от этого не становится мягче. Начальники не делаются добрее. Бывшие не превращаются в мудрых людей. Мир не перестает давить. Просто удары больше не попадают туда, где раньше все трещало. Не потому, что ты стал железным. Потому что внутри появилось то, что держит. Ты не убегаешь от жизни. Ты перестаешь жить в режиме постоянной защиты. И с этого места начинаются свои правила. Не из вражды к миру, из опоры на себя. Вот это и есть настоящая неприкасаемость. Не на камеру, не в ролике, не в удачный день, когда все идет гладко, а в обычный вторник, когда планы посыпались, кто-то давит, кто-то пишет, что-то идет не так, а ты все равно остаешься собой.